естественно, будет безопасность. Вечер в городском парке. Фонари мягко сияли на аллеях, камеры наблюдения бдительно следили за каждым. В поле их зрения был единственный посетитель. Игорь неторопливо прогуливался по дорожке, наслаждаясь тишиной. За спиной раздались быстрые шаги. Игорь обернулся и увидел мужчину в странном серебристом комбинезоне. «Простите, уважаемый», — обратился незнакомец с легким акцентом. «Не подскажете, какая это планета по способу мышления?» Игорь удивленно моргнул. А вы, собственно, кто?» «Ах, простите мою невежливость. Меня зовут Сксикворп, я с планеты нелогичных парадоксов. У нас принято главенство после вопроса о типе планеты, но я вижу, что у вас есть другие обычаи». «Представляете, какая удача? Первый раз прилетаю, и сразу встречаю собеседника, у которого мне есть что спросить. Не узнать из моего компьютера, а спросить живую особь». Игорь нервно оглянулся по сторонам. Камеры наблюдения почему-то отключились, хотя фонари горели. «Простите, так какой же у вас тип мышления?» Игорь задумался, но не рассказать же ему о тайнах нашей Родины. «Знаете, у нас есть такая сказка «Алиса в стране чудес». Игорь кратко пересказал историю о девочке, провалившейся в кроличью нору, о безумном чаепитии королеве, приказывающей всем отрубить голову. Сксикворп слушал, раскрывая рот, или то, что у него было ртом. «Поразительно. Я, кажется, понял. Вы, земляне, очень любите не давать друг другу есть». «Что, с чего вы взяли?» «Ну как же, в твоем сне девочку все время волнует еда. То пирожок съешь меня, то напиток выпей меня, а потом не давай. Потом безумное чаепитие, где тоже никто не ест и не пьет. Все ясно, главное развлечение на вашей планете – мучить друг друга голодом. Или просто ничего не давать бесплатно». Игорь открыл рот, чтобы возразить, но не нашел, что сказать. А будет ли предателем тот, кто расскажет сомнительному типу такую важную для безопасности землян информацию? «Знаете», — наконец глухо выдавил он, — «пожалуй, вам стоит пообщаться с полицией в городе. Может, они лучше знают». «Спасибо, добрый землянин, вы так помогли мне в изучении вашей культуры». Сксикворп развернулся и бодро зашагал по аллее, напев что-то про чай, чай нет чая, пытка голодом. Игорь услышал его и вздохнул. Удаляющийся Сксикворп пропал за деревьями, включились камеры системы безопасности. Вдруг они снова умерли, но внимание Игоря привлекло странное мерцание. К нему приближалось существо. Оно было похоже на человека не больше, чем осьминог на кактус. 6 щупалец, покрытых радужной чешуей, быстро перебирали по земле, продвигая вперед бычкообразное туловище. На вершине тела располагалось нечто, отдаленно похожее на голову с разными глазами на стебельках. «Приветствую, землянин!» — прогрохотало голосом существа, похожим на звук несмазанной двери. «Не встречал ли ты моего коллегу, такой, знаешь, двуногий в серебристом комбинезоне?» Секунды тянулись, как часы. Наконец страх пересилил, и Игорь, запинаясь, пробормотал. «Деда видел? Он ушел туда». И по сути, точно указал в сторону, куда удалился Сксикворп. «Прекрасно, а не поделишься ли ты, о чем вы беседовали?» Игорь сглотнул, ситуация стала все более пугающей. И он пересказал все, что было. Все 3 глаза существа одновременно моргнули. «Фантастика! Значит, вы, земляне, используете сны для передачи информации о своей культуре?» Игорь открыл рот, чтобы возразить, но тут же закрыл его. А может, и правда лучше, пусть они так думают, чем узнают, как все на самом деле. Поставь лайк на видео, подпишись на канал и оставь добрые слова для продвижения канала. Так ты активируешь невидимый купол для защиты от пришельцев. А если еще поддержишь автора монеткой, купол станет прочнее. Номер карты под видео и в инфе о канале. «Понимаешь, землянин, тот, кого ты встретил, не должен был находиться в твоем мире. Он сбежал и теперь представляет опасность. Если мне не удастся поймать беглеца, нам придется принять меры предосторожности». Бет протянул один из своих щупалец, держа небольшой блестящий предмет. «Вот, возьми этот передатчик. Я полицейский в нашей ответственности. Если увидишь негодяя снова, немедленно свяжешься со мной». Устройство было теплым и слегка вибрировало в руке.
А как им пользоваться? У тебя нет допуска к инструкции, так что не думай об этом. И запомни, ты связан с делом чрезвычайной важности. Прибор я оставляю тебе. Мне дома бесплатно выдадут другие. Инопланетянин быстро пошел вслед первому. Игорь медленно побрел по аллее, погруженный в свои мысли. Нужно быть предельно осторожным, решил он. Но, возможно, правоохранительные органы найдут всех, я же направил их в полицию. Камеры наблюдения работали, но не все. Игорь ускорил шаг, передатчик в его кармане слегка нагрелся. Фонари, как и во время встреч, горели прекрасно. Парк вдалеке от них погружался в сумерки, придавая всему происходящему сюрреалистический оттенок. Но под ярким освещением привычная дорожка смотрелась надежной и обычной. Игорь не успел пройти и несколько десятков метров, как сзади раздался новый звук, нечто среднее между свистом и шипением. Существо, похожее на него, выглядело как гибрид осьминога, светофора и старинного радиоприемника. Оно передвинулось на множество тонких металлических ножек, издавших тот самый свистящий-шипящий звук. «Только не это», – простонал про себя Игорь. Еще один. Существо остановилось в паре метрах от него. Из его центральной части, напоминавшей радиоприемник, раздался скрипучий голос. «Приветствую, обитатель этого измерения. Не встречал ли ты тут у вас двоих, скажем так, людей не из твоего мира?» Вы имеете в виду то, что в серебристом комбинезоне и того с щупальцами? Существо издало звук, похожий на помехи в радиоэфире. «Именно. Где они? Я должен их найти». А вы? Игорь замялся, подбирая слова, тоже полицейские из параллельного мира. Существо издало серию вспышек, которые Игорь интерпретировал как смех. «Полицейский? Ха! Нет, я их начальник. Знаешь, что они сделали? Пришли к выводу, что в вашем мире можно разбогатеть, и решили остаться здесь. Жадные предатели». Игорь подумал, как у него начинает болеть голова. Ситуация стала все запутаннее. «Я, кажется, видел их», — наконец сказал он. «Они пошли туда», — показал он в верную сторону. Почему-то об Алисе пришелец уточнял в 2 словах. Слушал без комментариев. Потом извлек из недр своего тела вещицу, представляющую собой старинную архитектуру, размером с небольшой чемодан. «Я конфискую прошлую рацию. Хотя нет, оставь ее. Но вот, возьми еще это устройство связи. Дорогое, но дома бесплатно дадут новое». Игорь подставил руки и чуть не упал, коробка оказалась невероятно тяжелой. «Но, как я буду это носить?» — выдохнул он, пытаясь не упасть под весом устройства. «Это не моя проблема», — отрезало существо. «Просто держи ее при себе и нажми вот эту кнопку, если увидишь их снова». Не ожидая ответа, существо развернулось и умчалось в указанном Игорем направлении, оставив шлейф искр. Игорь остался один, положив на землю неподъемную рацию третьего пришельца и чувствуя в кармане легкую вибрацию передатчика от второго. Он попытался немного нажать кнопку. Потом изо всех сил. Так и есть, это было не под силу человеку. Он медленно двинулся в темноту, высматривая укромное место для временного хранилища инопланетной техники. Камеры наблюдения кое-как включались. Появление четвертого произошло на дежавю. Очередной наблюдатель-шеф, вопросы о беглецах. Игорь ответил, уже не удивляясь. Инопланетянин забрал тяжелую рацию, взамен всучил ему какое-то устройство, тоже надеясь дома получить новое, в результате чего рядом появился гибридный пылесос и глубоководный скафандр. Как этим пользоваться? Хотел спросить Игорь, но тот уже кинул ему конфискованный прибор бета и исчез на дороге в полицию. Появился пятый пришелец. Те же вопросы. Игорь получил странную аппаратуру. Половина из ее стекол светилась, а другая издавала непонятные звуки. Поставь лайк на видео, подпишись на канал и оставь добрые слова для продвижения канала. Так спасешься от замаскированных пришельцев, они не пробьют дверь в наш мир. А если еще поддержишь автора монеткой, стенка станет прочнее. Номер карты под видео и в инфе о канале. А потом началось настоящее безумие. Инопланетяне появлялись одни за другими, каждый невероятного вида, каждый оставлял что-то, говоря, что дома дадут новое, и уходил искать земную полицию. Их было 11 за 4 часа. Хоть часы Игоря работали точно, не то, что умершая навсегда камера слежения за парком. Пятый пришелец вживил в ногу Игоря чип размером с бутылку кефира. Шестой оторвал его и припаял ссадину к тележке на колесах.
7 посыпал ее синими крошками, и вокруг сразу появились 3 неземных стрекозы. Они шипели и визжали, когда Игорь отгонял их рукой он лица. Заботливые защитники прохода между мирами оказались очень щедрыми на технические подарки. 8 поставил вокруг колонны из неизвестного материала так, что выйти можно было только в 3 направлениях, последнее, как он сказал, но дома ему должны выдать новое. Игорь не смог потом добраться до прохода, слишком тяжелая тележка позволяла пройти сантиметров 10, потом он упал от усталости. Но появился 9 пришелец и закрыл 2 проема и насыпал порошка с неприятным запахом по периметру. 10 завалил стены снаружи горой металлических приборов и засыпал последний выход кристаллами, которые неприятно сверкали. Но у Игоря еще оставалась физическая возможность отворачиваться. Так он сидел в центре этой горы инопланетного хлама, чувствуя себя как в сюрреалистическом кошмаре. К появлению 11-го инопланетянина Игорь уже не мог пошевелиться. 8 перед уходом облачил его в нечто вроде скафандра для осьминогов, а после 9-го он стал тяжелее. Высились горы странных устройств, мигающих, пищащих, вибрирующих. «Я в ловушке», — добивал себя дурными мыслями Игорь. Он полулежал, окруженный завалами инопланетного барахла. Камеры слежения на столбах парки не работали, так что помощи в ближайшие часы не предвиделось. Поход всех инопланетян в полицию Земли, как оказалось, тоже не приводил к его скорому спасению. Обычный парк вокруг этой кучи технического могущества казался нереальным, словно украшение к фантастическому фильму. Игорь чувствовал себя главным героем какой-то космической комедии, но ему было совсем не до смеха. Какое-то устройство рядом с ним начало издавать пронзительный писк, как будто насмехаясь над его беспомощностью. Внезапно Игорь краем глаз заметил движение. Кто-то шуршал около его импровизированной крепости из внешнего мусора. Игорь затаил дыхание. Скафандр не давал ему возможности повернуть голову, чтобы рассмотреть гостя. Когда 12-й инопланетянин подошел, а это был он, Игорь вначале принял его за смесь освещения и воздуха, появившуюся от работы приборов. «Вы не встречали здесь других инопланетян?» — спросил пришелец, стараясь не показываться там, где Игорь разглядел бы его хорошо. Человек, справляясь с действием могущественных неземных машин, сам удивляясь своей внезапной находчивости, ответил. Нет, никаких инопланетян я не видел. 12-й окинул взглядом гору знакомого оборудования из его мира вокруг Игоря. «Почему вокруг вас столько вещей, которые могли быть у них?» Не моргнув глазом, Игорь выпалил. Все мое. Я обычно ношу это с собой. Представитель незнакомого мира выглядел озадаченным. Он помог Игорю выбраться из тяжелого костюма, отклеил от тележки и оценил взглядом остальное оборудование. К удивлению Игоря, инопланетянин не считал ситуацию невероятной. «Впечатляюще», — заметил первый спаситель от техники. «Вы, земляне, удивительные создания. Я действительно хорош в своей работе. Теперь я могу с чистой совестью закрыть проход в нашу вселенную. Ничего мы сюда не принесли, никого не оставили». Игорь молчал, кивал, боясь сказать что-то, что мог бы выдать его ложь. 12-й достал какое-то устройство и направил его на гору оборудования. К изумлению Игоря, куча начала уменьшаться и стало легче. «Вот так-то лучше», — сказал гость, обрабатывая стрекоз каким-то спреем, который их успокоил и сделал даже красивее. «Теперь вы сможете носить свои вещи с комфортом». Затем он протянул Игорю какой-то инопланетный куб. Легкий и приятный на ощупь. «Это инструкция для выдачи вам награды за помощь мне и спецслужбам. Вы же понимаете по моей форме и знакам различия, что я в чине полковника. Большая шишка в секретных службах. Укажите это в любом межгалактическом банке, и вам выдадут вашу премию. Прощайте, землянин, ваша помощь неоценима». Активировалось какое-то устройство, создав светящийся портал. Он шагнул в него и исчез. Портал захлопнулся с громким шипением, оставив после себя легкий запах озона. Игорь остался один в парке, окруженным уменьшенным инопланетным оборудованием. Где, интересно, находится ближайший межгалактический банк? Подумал он вслух. Он посмотрел на небо, наполовину ожидая увидеть там летающие тарелки или другие космические корабли, которые что-то ответят или дадут. Но небо было чистым и спокойным. Забыть о происшествии он смог только через полгода. Ни одним подарком Игорь не научился пользоваться. Поставь лайк на видео, подпишись на канал, оставь добрые слова для продвижения канала. Так ты спасешь от многих чужаков, рвущихся в наш мир из других вселенных. А если еще поддержишь автора монеткой, защита станет прочнее. Номер карты под видео и в инфе о канале.